Дико недооцененная вещь – это употребление свежей, сырой, необработанной пищи. Я имею в виду фрукты, овощи, корнеплоды и зелень. Друзья, всем привет! Меня зовут Владимир Горохов. И в этом видео расскажу вам о третьей ошибке, которая влияет на ваше физическое и психическое здоровье. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте ваш палец вверх, и если у вас будут какие-то вопросы, пишите их в комментариях. В предыдущих видео мы с вами поговорили о воде и жирах, а сегодня мы поговорим с вами о свежей, сырой, необработанной пище и ее влиянии на ваше физическое и психическое здоровье. Мы с вами с детства привыкли считать, что овощи это что-то несерьезное, что это как дополнение к основному блюду, там салатик к вашему супу или второму. При этом мы знаем, что овощи полезны, но вот все равно до конца не осознаем, насколько это важно и какое влияние это оказывает на наше с вами здоровье и самочувствие. На самом деле, сырая еда, благодаря содержащейся в ней компонентах, способна вытаскивать людей из таких ужасных состояний, что вы даже представить себе не можете. Разница между человеком, который употребляет ее каждый день в достаточном количестве, и тем, кто употребляет просто пару ломтиков огурчика или помидорчика к основному блюду, огромна. Сырая еда существенным образом сказывается на вашем уровне энергии, самочувствии, расположении духа, концентрации внимания, памяти, скорости восстановления после физических нагрузок, работе пищеварительной системы и многих-многих других вещах. Вы или в вашем окружении наверняка есть люди, которые мучаются с гастритами, язвами, газообразованиями, вздутиями. При этом они ходят по врачам, им назначают какую-то диету, но это не особо помогает, не приводит к полному выздоровлению. И если проблемы не уходят после изменения питания, которое прописывают специалисты, значит это питание не то. Это не то, что приводит к выздоровлению. Очень часто сейчас специалисты вообще запрещают людям есть свежую пищу. Хотя это совершенно неверно. Именно поэтому люди и продолжают страдать годами. У меня у самого была когда-то такая проблема. Я долгое время мучился с гастритом и язвой. Мое питание было с детства как у всех. Каша на молоке, супы на обед, бутерброды с маслом и колбасой, яичница, творог со сметаной и вареньем, сырки, шашлыки, пакетированные соки, там, яблочный, вишневый. О, это вообще был, конечно, мой любимый. Хотя соком это сложно назвать, какая-то подкрашенная жидкость с сахаром. И, конечно же, были чипсы, кока-кола, жвачки и вот вся вот эта прочая мусорная еда. При этом еще вся еда готовилась на масле. Это вот как раз таки то, о чем я рассказывал в предыдущей части. Оставляю вам ссылку на видео, обязательно посмотрите ее. И вот вы сейчас смотрите это видео, и у вас возникает справедливый вопрос. Ну и что в этом такого? Все же так питаются, и вроде ничего. Да, большинство не видят в этом ничего такого. И я тоже не видел. И продолжал мучиться с гастритами и прочими проблемами с пищеварениями, пока кое-что не осознал и кое-что не поменял в своем питании. А вы думаете, откуда столько проблем с сердцем, с сосудами, с пищеварением, с гормонами, с кожей, ну и так далее, можно перечислять до бесконечности. А лишний вес вообще уже никто не считает проблемой. Такое ощущение, что пару килограмм на теле это как само собой разумеющееся. Хотя любое количество лишнего веса на вашем теле это сигнал, что вы движетесь не в ту сторону и надо что-то изменить. Наш мозг так интересно устроен, что он не подвергает сомнению то, что делает большинство людей вокруг нас. И если мы видим с вами какие-то исключения, например, человек, который занимается своим питанием, то нам кажется, что, ну это что-то какая-то ерунда, и мы даже не разобравшись в том, какую пользу нам это может дать, мы это просто отвергаем и перечеркиваем. Типа, не, это не для меня. Мы можем сказать, ой, у этого человека что-то времени слишком много свободного, это мне не подходит, короче, пускай он там дурью мается. В итоге важность питания и здорового образа жизни проходит у нас под радаром восприятия, потому что этим занимается очень маленькое количество людей. В мозгу срабатывает простая логика. Если все вот так делают, если все так питаются, так живут, значит это нормально и надо делать так же. Но нормально для кого? Для вас? Нет. Для фармацевтических компаний? Да, возможно. Каждого из нас с детства приучали лечиться медикаментозным способом, то есть с помощью таблеток. И при этом нас учили не обращать внимания на наши ощущения и на причину возникновения этой проблемы. Зачем тебе разбираться? Вот голова болит, съешь таблетку и иди дальше. И не думай, все, занимайся своими делами. Но нас никто не учил понимать причину возникновения тех или иных проблем. Друзья, не я это придумал. Я просто говорю о том, как оно есть и то, что я вижу. Ведь вы подозреваете, что таблетки вас не лечат. Они лишь снимают симптомы на время.
И вот следуя такой логике, мы не уделяем внимания своему питанию, своему образу жизни до тех пор, пока у нас все хорошо. Мы начинаем о чем-то таком задумываться только тогда, когда у нас заканчиваются ресурсы, данные природой. Обычно это где-то около 30 лет. В этот момент тело начинает сыпаться, появляются какие-то проблемы, болячки, которые уже просто так таблеточками не заесть. Ну, то есть они просто не решаются быстро. Так может быть, тогда стоит обратить внимание на то, что мы делаем с собой каждый день заранее и не доводить до того момента, когда возникают уже серьезные проблемы. Представьте, что вы едете на автомобиле из одного города в другой, расстояние в 1000 километров. И вы знаете, что вот на основании статистики по вот этому автомобилю, что он сломается на 500 километрах. Но вы все равно ничего не делаете и просто выезжаете. И вот у вас автомобиль ломается, и вы начинаете бегать, переживать, говорить, а что теперь делать, а как быть и так далее. Почему бы не позаботиться об этом заранее и предотвратить эту беду и доехать из точки А в точке Б с комфортом? То, к чему мы пришли сейчас, началось еще в 1950 году, когда в США выдвинули гипотезу о том, что промышленно переработанная и приготовленная еда лучше свежей, что ее можно легко обогатить витаминами, быстро разогреть, легко транспортировать на дальние расстояния. Но самое главное, что ее можно достать в любом месте и быстро перекусить. Различные компании начали продвигать свои переработанные продукты питания и добавки по всему миру. Особенно это стало заметно после распада Советского Союза, когда такие продукты просто хлынули на наш рынок. Продукты, которые не содержат в себе ничего, кроме вкуса, и витаминные добавки, которые даже на 1% не приближаются к их натуральным природным аналогам, овощам и фруктам. И вот нам создали искаженное восприятие, что можно не заниматься своим питанием, не заниматься образом жизни. Зато вот есть БАДы, добавки и какая-то типа специальная еда, которая все сделает за нас. Но кто-нибудь при продаже всех этих продуктов рассказывает о том, какое влияние они оказывают на наше здоровье на протяжении 10, 15, 20 лет. Ну, то есть в долгосрочной перспективе при систематическом употреблении несколько раз в неделю. Нет, никто об этом не говорит. И речь сейчас идет не только о фастфуде, а вообще обо всех промышленных продуктах, которые мы видим в супермаркетах, то есть которые запакованы в красивую упаковочку. Просто вот пару фактов. Факт номер 1. Все промышленные переработанные продукты содержат консерванты. Консерванты – это антибиотики. Антибиотик подавляет развитие бактерий и микроорганизмов, и продукт можно долго хранить и транспортировать на дальние расстояния. Но эти же антибиотики подавляют и нашу микрофлору кишечника, то есть бактерии внутри нас. Многие думают, что от одного раза-то ничего не будет. Да, от одного раза может и не будет, но только не тогда, когда мы питаемся этим изо дня в день на протяжении десятилетий. Факт номер 2. При температурной обработке теряется до 99% всех полезных нутриентов, витаминов, минералов, макро-микроэлементов, ферментов, антиоксидантов, в общем всех жизненно важных компонентов, которые нужны вашему организму каждый день. Но самое главное, что продукты утрачивают клетчатку. Это жизненно важный компонент, который позволяет правильно работать вашему пищеварению и усваивать все многообразие вот этих вот элементов из еды. Клетчатка полностью утрачивается в результате термической обработки. А она является пищей для вашей микрофлоры кишечника. Вы только вдумайтесь в это. Ваша полезная микрофлора питается клетчаткой. И вот как вы думаете, что происходит с микрофлорой, если вы не поставляете ей питание? Конечно же, ее место занимает патогенная микрофлора, которая и приводит к гастритам, газообразованиям, язвам и вот прочим проблемам с пищеварением. Недостаток полезной микрофлоры – это основная проблема ослабленного иммунитета и всех проблем с пищеварением. Слабый иммунитет – это как дом без охраны. Представьте, что вы уехали, охраны нет, двери открыты, заходи, бери, что хочешь. И, конечно, ваш дом занимает патогенная микрофлора, которая там живет и еще потребляет ресурсы вашего организма. То есть вы работаете на нее. Если полезная микрофлора работает на вас, то патогенная микрофлора работает против вас. Более того, поговорите с любым руководителем компании, который производит промышленные продукты, и спросите, что самое главное для вас? Больше прибыли, больше продаж, снижение себестоимости. В итоге технологи создают продукты, которые соответствуют определенной спецификации. Вкус, цвет, вязкость, аромат, красивая упаковка. Но никто не думает о том, какое влияние и какую пользу приносит этот продукт вашему организму. И какое влияние он оказывает на ваше здоровье, если вы будете его систематически употреблять, например, 3 раза в неделю на протяжении 10, 15, 20 и более лет. Поэтому каждому из нас необходимо взять ответственность в свои руки за то, что попадает в наш организм каждый день, и начать изучать эту тему. Лично я разделяю пищу на 2 категории. Это пища для выживания,
Ну, это та еда, которую мы просто вот едим, чтобы удалить чувство голода, чтобы там что-то упало. И пища для процветания и благополучия нашего организма, которая содержит ферменты, антиоксиданты, которая улучшает наше самочувствие, поднимает уровень энергии, конечно же, продлевает наше активное долголетие. То есть это та пища, которая делает нас красивыми и здоровыми. И как вы понимаете, это две абсолютно разные категории. А теперь давайте перейдем к самому главному. Все современное питание на 95% состоит из одной термически обработанной и переработанной пищи с высоким содержанием жиров и белого рафинированного сахара. И только 5-10% приходится на свежую еду, там, вроде одного яблочка или огурчиков к вашему основному блюду. Это катастрофический дисбаланс. Этого недостаточно для поддержания здоровья. Физиологически, анатомически, психологически вашему организму нужна необработанная свежая растительная пища каждый день, потому что только она содержит в себе уникальные природные компоненты, которые необходимы вашему организму для правильного функционирования всех органов и систем. Если вы считаете, что одно яблочко в день, там бананчик или огурчик с помидорчиками, порезанный в виде салата к основному блюду, это норм, нет, друзья, это не норм. Употребление преимущественно обработанной пищи приводит к дефициту питательных веществ, что сказывается на здоровье вашего организма. Это отражается на вашем уровне энергии, внешнем виде, состоянии кожи, волос, ногтей и даже на психоэмоциональном состоянии в течение дня. Сделайте простой шаг и начните увеличивать долю свежей пищи в вашем меню и при этом снижать количество обработанных и переработанных продуктов. Предвещаю ваш вопрос, а какие продукты тогда употреблять? Друзья, у меня есть файл, в котором я собрал как раз-таки продукты вот из второй категории, которая способствует улучшению и благополучию вашего организма. Скачайте его обязательно, распечатайте и повесьте вот так вот на холодильник, чтобы он у вас был всегда перед глазами. Там много категорий, чтобы вы представляли, вот какие продукты можно взять в свое меню и из чего приготовить себе поесть. Файл вы можете скачать по ссылке, которую я оставлю в описании к данному видео. Если вы еще не подписаны на мою страницу, то обязательно это сделайте, чтобы не пропустить выход следующих видео. Поставьте палец вверх, если видео вам понравилось, и пишите ваши вопросы в комментариях. Обязательно посмотрите предыдущие видео про воду и про жиры. Ссылку я тоже оставлю в описании к данному видео. В следующий раз мы с вами подробно поговорим о сахаре и его влиянии на вашу мотивацию и способность получать желаемое в жизни. Очень будет интересно, не пропустите видео. Отправьте это видео своим родным и близким и тем людям, кому это может быть полезно. С вами был Владимир Горохов. До новых встреч! И помните, вы можете достичь всего, чего вы захотите, если вы готовы для этого немножко потрудиться. Пока-пока!